Всем привет, с вами Зено, добро пожаловать на видео. А сегодня у нас будет TXT с песней Zero by One Love Song. Это наконец-то мы до нее дошли. Первая часть, можно сказать, той трилогии. Потому что мы посмотрели Good Boy, Good Band, Loser Lover, а теперь будет у нас Love Song. Сразу скажу, у меня были некоторые моменты по поводу этой песни, что я предполагаю. Я еще на прошлой реакции по Loser Lover сказал это. То, что, скорее всего, это будет прям, ну, мимишно, не сильно быстро и не сильно жестко, а вот как будто, знаешь, лайтовая песня будет. Вот интересно, оправдаются ожидания или нет? Хотя вы сказали, что нет. Но давай смотреть. Погромче надо. Ой. Да, да, да. Все, я понял, беру свои слова назад. Это не будет мелодичная песня, это будет быстрая песня. Все. 속아는 you're my one and only 이 끝이 없던 어둠 속 like oh my god so holy 모든 내 두 손 끝에서 불이 나게 도망가 멀리 My life for you was a mess 언제나 나는 팔리길 수 없던 채소 무적행의 바닥에서 넌 유일하게 빛나던 곳 Now I can't stop thinking about you when I'm sinking alone 어느 날 내게 나타난 천사 데려가줘 너의 hometown I know it's real I can feel it 난 어제도 성이 lovesick 길이 없어서 죽어도 좋았어 I'm a loser in this game 세계 유일한 법칙 나를 구해줘 손을 잡아줘 Use me like a drug I know I love you Say you love me, say you love me 세계의 끝까지 All I feel, I want all of you I love you Say you love me, say you love me 세계의 끝까지 All I feel, I give all of you I love you 아마 난 안 될 거야 천국엔 못 갈 거야 어울리지 않아 자리 따윈 천국엔 없어 모든 애들 발끝에서 새까맣게 물들었었지 My love for you was a treasure 지나다란 말 붙일 수 없던 measure away 얼음뿐인 이곳에서 넌 유일하게 빛나던 거 Now I can't stop thinking about you and I'm thinking alone 그렇다 내게 나타난 천사 데려가줘 너의 hometown I know it's real I can feel it 난 어제도 성이 lovesick 길이 없어서 죽어도 좋았어 I'm a loser in this game 세계 유일한 법칙 나를 구해줘 손을 잡아줘 Use me like a drug I know I love you 그러는 영원히 살이 돋아 준대기가 녹아가 새로운 세계 속에 찾은 내 너라는 온기 내 모두를 걷어가 Girl I need you Да нет, это не концовка. Say you love me, say you Ну да ладно. Ладно, ладно, ладно. Only nothing, I want all of you. Say you love me, say you love me, 세계의 끝까지. All nothing, I give all of you. 난 어제도 Ладно, допустим. 길이 없어서 죽어도 좋았어 I'm a loser in this game 세계 유일한 법칙 나를 구해줘 손을 잡아줘 Use me like a drug I know I love you Say you love me, say you love me 세계의 끝까지 All I feel, I want all of you I love you Say you love me, say you love me
Так, уже почти концовка. Да, в принципе, все. Даже вот так отмотаю. Вот такой вид будет. Так, есть пару моментов, которые я прям задаюсь вопросами. Во-первых, он в Лузер Лавере погиб? Потому что там же в конце машина с обрыва срывается. И получается, третья часть, ну, Good Boy, Good Band, она уже полувымышленная? Ну, на краяк ты меня поправишь, если что. Потому что пока что я вот такую картину, как я понял. То, что он сорвался. А теперь момент один. Я же прочитал комментарии, и, в принципе, там не было спойлеров, лишь пару намеков, то, что по одной из теорий это его, грубо говоря, вымышленные друзья. Что я сильно сомневаюсь. Мне кажется, нет. Это не вымышленные друзья. Это, знаешь, что мне напоминает 21 Pistol My Blood. Там, когда вроде два человека, но оказывается, что это просто его вторая личность. И здесь то же самое. Почему-то я больше склоняюсь к этой теории, что это личности. Потому что их как бы и не существует, и в принципе песня завязана на одном персонаже, грубо говоря. И тут получается в первой части, да, нету психологической борьбы сильной. Тут, ну, в принципе, оно все лайтово сделано. Тут про любовь не в том формате, как любовь, а в формате в обобщенном, можно сказать так. А вот во второй части как раз-таки там уже показаны его психологические проблемы. И вот мне кажется, что это просто его личности, все личности, которые в нем есть, которые одновременно существуют, но не могут объединиться в одну личность, грубо говоря. Потому что даже во второй части он вроде бы один в машине слетает вниз, насколько я помню. Они все вместе сели, разогнались, и вроде он один слетает. Так же и здесь. Здесь сжигаются вещи, ну, грубо говоря, можно сказать, сжечь все мосты. И вот на машине он как раз таки уезжает. Интересно получается. По поводу музыки, она лайтовей, чем вторая, третья часть, но не сильно. То есть она задает ноту. Если, например, смотреть первая, вторая, третья, то как раз-таки оно идет по возрастанию. Первая задает ноту, вторая поддерживает ее, но не сильно ускоряется, потому что Loser Lover, она сделана в нейтральном формате. А вот Good Boy, Good Band, там уже в агрессивном формате идет больше. Это что касается музыки. И, грубо говоря, ну не знаю, это мое мнение. Если не было бы третьей части, картинка бы не изменилась сильно. В принципе, вот в таком формате. Потому что второй клип Loser Lover, он заканчивает, грубо говоря, историю. Можно сказать так. Потому что если я прав, и он все-таки срывается с обрыва, как в конце клипа, значит история закончена. А дальше уже это другой формат, это уже взрослость. И момент. Тут показаны 3 стадии взросления человека. То есть вот это начало, ну, я могу сравнить это с 9 классом, ну, со школой. Вот так, скажем так, обобщим. Со школой можно сравнить, потому что, ну, такая любовь, то все, типа, друзья, всякое такое. И нет проблем, в принципе. Что там у родителей машинку взять покататься. Хотя здесь есть закос, он начинается закос на социалку. А вот во второй части, грубо говоря, там уже колледж, универ, вот и шарашка, вот все это вместе, и там уже есть социальная проблема, там есть социальные переживания по поводу родителей, по поводу взаимоотношений, и все это есть, и все это начинается. А в третьей части там вообще уже взрослость. Там человек понимает, что какая любовь. Что это такое вообще, в принципе, этого не существует. Но это мое личное видение, оно может не совпадать. Тем более я не знаю ни одну, грубо говоря, теорию. Вот только что я увидел в комментарии, что это могут быть вымышленные друзья.
Я подразумеваю, что это такое тоже может быть, и она имеет право на жизнь, но мне кажется, что это его личности. Что он просто-напросто, грубо говоря, сам с собой разговаривает. И ему нужна кое-какая поддержка. Поддержка других своих личностей. Такой, знаешь, отчасти есть небольшие задатки социофоба у данного персонажа. Потому что, в принципе, если сравнить клипы, проблемы, я бы не сказал, что это прям такие проблемы, чтобы на машине ехать далеко и далеко. Тут нет прям жестких проблем. И довольно интересно вырисовывается вся картина. И да, первый раз мне жалко, что я посмотрел с третьей части. Надо было смотреть с первой. Понимаешь, если бы смотреть первая, вторая, третья, у тебя, грубо говоря, ритм был повышался. А так я в разнобой, можно сказать, пошел. Это еще благо я не посмотрел третью и первую, а потом вторую часть. А, и все-таки по порядку пошел. Так бы я, конечно, вообще с ума сошел бы, такой, ё-моё. Но в целом, TXT офигенно, круто, божественно, с офигенным видеорядом, и который заставляет подуматься, точнее задуматься. Потому что все строят теории. Это ж, как я понимаю, типа из разряда мини-вселенная в этих трех клипах показано. Не знаю, как оно с другими связано, но в этих так вот. Тем более вы все советовали, вот 3 клипа посмотри, они все связаны. Согласен. И ты задумываешься. Но я в этом вижу социальную проблему. Тут много вопросов насчет социалки. И при том социалки и взросления. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Азанот. Увидимся на следующем видео довольно скоро. И спойлер. Будет РМ. Пока-пока.